Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей из разных стран, разных континентов. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали, уже много раз работали, даже с такой палитрой работали. И с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Берите пряжу, какая есть, правильно подбирайте крючок. А я, в свою очередь, рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Особенно информация будет интересна для новичков. Смотрите, называются ниточки Alize Angora Gold. Идем дальше. В 100 граммах здесь находится 550 метров. Идем дальше. Цвет пока не забыла, сразу же называю вам. 758. В принципе, на камеру передается так, как он есть на самом деле. Дальше смотрим. По составу это 80% акрил, 20% шерсть, и нам рекомендуют брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от узорчика, в зависимости от плотности вязания. Я данную пряжу вязала крючком номер 3, поэтому остановлюсь на крючке номер 3. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно вашей плотности вязания, рекомендациям производителя, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 4 раппорта. Это получается 32 воздушные петельки и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Напоминаю, что вы берете нужное вам необходимое количество петелек. Угу. Итак, все как всегда. Делаем в начале петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, как и в многих узорчиках, я буду делать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. Вы можете делать столбики без накида, полустолбики с накидом на ваше усмотрение. Самое главное, что новички, чтобы вы не запутались в воздушных петельках, сделайте себе, так скажем, вспомогательный ряд. Угу. Я буду делать столбики с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку мы ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки и 2 петельки. У нас получается столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбики с накидом. Ничего сложного, но сами себя контролируйте. Количество столбиков по итогу должно получиться ровно столько, сколько вы набирали петелек в цепочку. То есть в моем случае, если я набирала 33 воздушные петельки, значит у меня должно получиться 33 столбика. Вот и вся как бы математика. Понятно, да? То есть ни больше, ни меньше. Не забываем, что 3 петельки подъема, вот эти вот первые, они считаются как имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. Угу. А в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, ничего сложного у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Теперь мы можем приступать к узорчику и не запутаемся в воздушных петельках, потому что в столбиках невозможно запутаться, да? Итак, смотрите, для начала делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, в 4-й ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, так. Далее воздушная петелька, накид и опять вернулись сюда же и провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Вот у нас получается вот такой вот веерочек. Теперь пропускаем 3 столбика. Раз, два,
3. В четвертый нырнули, провязали столбик без накида. Дальше будет повторение. Накид. Опять пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый нырнули и провязываем веерочек. 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Далее воздушная петелька. И опять вернулись сюда же и провязываем. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. И в четвертый опять провязываем столбик без накида. Вообще ничего сложного, да? И вот так вот шагаете до конца ряда. Столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек. А в конце ряда я вас встречу. Давайте? Давайте. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. Практически, да? Как мы заканчиваем ряд? Вот наш последний веерочек. Опять же пропускаем 3 столбика нижестоящего ряда. 1, 2, 3. И вот у нас 3 петельки подъема. В третью петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Накид. Возвращаемся сюда же, верхушку этого же столбика предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Ну, вот такая как бы рогаточка получается. 2 воздушные петельки. 1, 2. Перепрыгиваем вот в центр веерочка, в арочку из воздушной петельки и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. А дальше будьте внимательны. Смотрите, делаем накид. Вот получается у нас столбик без накида между двумя веерочками. Так? Смотрите, что мы делаем. Мы, получается, ныряем за столбиком в начале. Вот, видите, вот так вот. 1, нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Понятно? Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. И теперь мы возвращаемся вот, получается, перед столбиком между веерочками и перед столбиком без накида. Предлагаю вот так вот сзади зайти. Видите? Так будет удобнее провязать нам. Вытянуть ниточку и провязываем еще один столбик с накидом. И по итогу у нас получается крестик. Видите? Крестик. Давайте дальше провяжем и покажу этот крестик. 2 воздушные петельки. Опять переключаемся в центр нашего веерочка, там, где у нас воздушная петелька в арочку. И делаем столбик без накида. Вот. Видите? Вот такая картина должна получиться. Опять 2 воздушные петельки. Вот наш столбик без накида между веерочками. Сначала мы провязываем за столбиком, так? А потом мы провязываем перед столбиком. Поняли, да? Итак, накид. За столбиком нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки, накид. И вот таким вот образом сзади. Оп, нырнули, получается, в арочку между столбиком и веерочком. Вытянули ниточку и точно так же провязываем столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки и присоединяемся вот к веерочку. Угу. И вот такие крестики у нас получаются между веерочками. Получается, в самом начале ряда мы сделали как бы, ну, имитацию, да? У нас как бы половинка такого крестика получается. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, провязали до конца наши крестики. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы, когда ряд, мы провяжем как бы, ну, половинку крестика, да? То есть вот столбик без накида в арочку, веерочка. Далее 2 воздушные петельки. И смотрите, делаем накид. Вот столбик без накида предыдущего ряда, ныряем в него, провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И сюда же опять возвращаемся и провязываем второй столбик с накидом. Ну, как бы то, что у нас получается от нашего крестика. Угу. Далее, смотрите, воздушная петелька, поворот, верхушку этого же столбика, ныряем и провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Там, где у нас был столбик без накида, мы беремся за столбик и провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. И у нас формируется рогаточка. 2 воздушные петельки.
Смотрите, вот там, где у нас, получается, был крестик, да, вот у нас 2 воздушные петельки, это арочка, ныряем в нее и провязываем столбик без накида. Как вам? Несложно, да? Опять 2 воздушные петельки, рогаточку провязываем в столбик без накида предыдущего ряда. Рогатка это столбик с накидом. 2 воздушные петельки и возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. Угу. 2 воздушные петельки и опять в арочку от нашего крестика предыдущего ряда нырнули, провязали столбик без накида. Как вам? Все, и вот так до конца ряда. Угу. Столбик, рогаточка, столбик, рогаточка, столбик, рогаточка, столбик, рогаточка. И в конце ряда я вас встречаю. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши рогаточки до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? После нашей последней рогаточки 2 воздушные петельки. Помните, в предыдущем ряду делали 3 воздушные петельки, да, подъема и петельку по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Так вот, точно так же отсчитываем 3 петельки подъема и в третью петельку нырнули аккуратненько, вытянули ниточку и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Сюда же в этот же столбик ныряем и провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Далее ныряем вот в эту вот рогаточку нашу и провязываем сюда столбик без накида. Далее накид. Вот столбик без накида предыдущего ряда, в него провязываем веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Воздушная петелька. И возвращаемся сюда же. 1, 2, 3. Угу. Тут получается у нас веерочек, а в самом начале ряда у нас половинка веерочка. И если внимательно посмотрите, присоединяемся вот в рогаточку столбиком без накида, то мы с вами уже так провязывали. Это наш самый первый ряд. Видите, веерочки. Веерочки, столбики, веерочки, столбики. Единственное, что здесь у нас веерочки располагаются в шахматном порядке. А так все то же самое. То есть повторяем самый первый ряд просто в шахматном порядке. Давайте, у вас получится. В конце ряда я вас встречаю. Угу. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы, да? Все ровненько, аккуратненько. И закончили мы ряд точно так же половинка веерочка. То есть мы, получается, здесь провязали вот 1, 2, 3, 4 столбика с накидом, столбик без накида предыдущего ряда. Далее, смотрите, делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же верхушку этого столбика нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки, вспоминайте, мы после веерочка делали крестик, да? Точно так же сделаем, прям точно так же делаем и здесь. Вот наш столбик без накида. Мы вначале за столбик нырнули, так, между веерочком и столбиком, и провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Точно так же сзади нырнули между столбиком и веерочком и провязали еще один столбик с накидом. У нас формируется крестик. Угу. 2 воздушные петельки и в центр веерочка провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть мы провязываем точно так же, как мы провязывали здесь второй ряд. Но единственное, что опять же у нас будут те же самые крестики, только в шахматном порядке. Все несложно. Повторяем второй ряд и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши крестики между веерочками. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы наш ряд. Вот крестик, 2 воздушные петельки. И помните, да, 4 столбика у нас здесь были, получается, 3 петельки подъема и 3 столбика с накидом. Вот в третью петельку ныряем, провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И воздушная петелька по узорчику. Получается 4 воздушные петельки. Накид. Сюда же возвращаемся, ныряем, провязываем столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2. И провязываем вот в наш крестик, в арочку, столбик без накида. 2 воздушные петельки и рогаточку провязываем. Вот столбик без накида предыдущего ряда. В начале столбик с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. Формируется рогаточка. Да?
Мы точно так же с вами провязывали вот в третьем ряду. То есть опять получается та же самая рогаточка, просто в шахматном порядке. Все, ничего сложного. 2 воздушные петельки и присоединяемся опять к крестику столбиком без накида. Понятно, да? Вот, давайте до конца ряда рогаточки, и в конце ряда я вас еще раз встречу. Так, смотрите, вот рогаточки очередные, да, готовы. И заканчиваем ряд, как бы половинка рогаточки. Столбик с накидом, воздушная петелька, столбик с накидом. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида. Угу. И теперь смотрите, накид. Вот у нас был столбик без накида предыдущего ряда, и мы сюда провязываем веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Воздушная петелька. И возвращаемся опять сюда же и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. То есть мы формируем точно такой же веерочек и присоединяем его вот к рогаточке столбиком без накида, как в самом-самом первом ряду. Вот наш веерочек, вот мы повторяем. Поняли, да? То есть сам по себе узорчик состоит из 3 рядов. Веерочки, крестики, рогатки. Потом мы то же самое провязываем веерочки, крестики, рогатки просто в шахматном порядке. Вертикальный раппорт в итоге получается 6 рядов. После 6 рядов вы опять повторяете с первого. Угу. Не сложно? Вообще не сложно. Вот такой вот интересный узорчик. И для тех, кто умеет вязать по схемке, я сюда прикладываю схемку, ну какая, так скажем, какого качества есть. И вы можете сами себя контролировать. Смотрите по схемке и повторяйте. Для тех, кто не умеет вязать по схемке, посмотрите, мы уже все элементы провязали. Посмотрите, где обозначаются столбики с накидом, без накида, воздушные петельки. Вы поймете, что не такая уже сложная наука вязать по схемкам. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень нежно, ажурно и красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Так, вот такая вот ажурная нижнятина, красота получается у меня из такого интересного зеленого цвета, да. Смотрите, в моем случае вот так вот тянется, в моем случае вот так вот тянется. На контрасте, если с белым, смотрите, как смотрится. А? Как вам? Вот такие вот интересные, такие вот ромашечки, да, цветочечки, как мы их назовем. Несложно, совсем несложно. Жилеточка ли, накидочка ли, может быть летний кардиган или кофточка. Любое сочетание цветов, темный, светлый, меланжевый. Возможно, разные будут рядочки разным цветом. То есть пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Летние, получается, это может быть топики, маечки, юбочки, платьишки, да, сарафанчики. Ну, летние, там, где можно раскрытую часть, так скажем, да, вот такой вот будет интересный ажурчик. Опять же, демисезон это шарфики. Зимние это снудики. Почему бы и нет? Вот такие вот ажурные, интересные будут. Как вам? Кто вязал данным узорчиком? Что? Рассказывайте, что у вас получилось. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Смотрите, узорчик двусторонний. Выбираете любую сторону, и такая сторона у вас будет лицевая. Как вам? И вяжется это очень быстро, понимаете? Можете связать что-то интересненькое кому-либо на подарок. Это просто даже если палантин, да? Просто не забывайте, что по краешку сделайте несколько дополнительных столбиков. 3, 5, 7, да? Чтобы у вас была как бы такая вот как бы рамочка. Все. И дерзайте, и вперед из любых ниточек. Так, давайте замерим мою красоту. Я, получается, набирала сегодня 33 воздушные петельки. Ну, допустим, такая же пряжа, такой же крючок. Моя плотность вязания, да? То у меня это получается, ну вот, 13 сантиметров чуть-чуть с хвостиком, да, там пару миллиметриков. Ну, давайте по самой высокой точке, да, замерим. Получается у нас 11,5 сантиметров. Здорово, здорово. Вообще вяжется очень быстро и очень легко. И такой вот ажурчик в вашу копилочку узорчиков. Да? Да. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Вам будут приходить уведомления. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.